А ну, покажи. Изумительный подарок. 3 старых ореха. Милая. Так. Там крыса! Убейте ее! Золушка, убей ее! Сейчас же! Чтоб на тебя нельзя положиться! Где она? Вон отсюда! Кошмар! Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Три орешка для Золушки» 2021 года, «Ты not her till ask pot», норвежский фильм-сказка, снятый из Сесилии Мосли, сериал «Анатомия страсти» 2005 года. Это новая экранизация одноименной восточно-германской чехословацкой классической сказки «Три орешка для Золушки» 1973 года, которая, в свою очередь, основана на одноименной художественной сказке Бажена Немцова, являющейся модификацией сказки авторства Гримма или Бехштейна. Сказка, в которой скромная девушка получает волшебный подарок, красивый ремейк с актерами из «Викингов» и «Игры престолов». Если в России перед Новым годом показывают «Иронию судьбы», то в преддверии Рождества в Чехии, Норвегии и Германии «Три орешка для Золушки» 1973 года. Норвежцы настолько любят эту сказку, что в 2021 году вместе с литовскими кинематографистами сняли свою версию «Трех орешков для Золушки». Те зрители, которые смотрели и полюбили чешскую сказку, вольно или невольно сравнивают с ней новую версию. И большинству из них последняя не понравилась по многим причинам. Давайте разбираться. Ардора, ты должна выглядеть царственно! Это невозможно, мама! У всех этих аристократок есть портные, есть парикмахеры, хорошие стилисты. Стилист? Да, стилисты, знатоки моды! Неудивительно, что я выгляжу как Не пугал. надо. Фильм «Три орешка для Золушки», актеры и роли. Астрид Смеплас, Золушка, Чингис Аль, принц, Эллен Дорит Петерсон, мачеха, Ингрид Гиевер, Дора, дочь мачехи, Бьорн Санквист, Альфред, слуга мачехи, Энн Марит Якобсон, Роза, служанка, Надер Хадеми, барон Снаузер, стилист, Торнбjörn Хар, король, Насрин Хосрави, королева, Сьор Ватни Брин, Бендик, друг принца, Артур Халакахте, Сами, друг принца. А вам какие по нраву? Брюнетки. Я позабочусь о вашем коняге. Если поторопитесь, скоро их догоните. Ну, удачи на балу! Главную героиню сыграла 25-летняя норвежская поп-певица Астрид Смеплас, которая выступает под псевдонимом Астрид С. По мнению многих зрителей, она слишком возрастная для роли юной Золушки. Кресло режиссера ремейка продюсеры предложили Вацлаву Ворличеку, режиссеру оригинальной сказки «Три орешка для Золушки» 1973 года. Но он отказался, так как на тот момент ему было уже 85 лет, и врачи категорически запрещали ему работать на холоде. Для съемок Астрид Смеплас несколько месяцев училась ездить верхом и стрелять из лука. Часть съемок проходила в Лилихаммере, в этнографическом музее под открытым небом Майхауген, где собрано более 200 построек, повествующих о бытии и жизни норвежского народа за последние 5 веков. Третий орешек для Золушки – специальный бонус для феминисток. Досмотрите сказку до этого момента. Золушка тоже хочет пойти на бал? Вы серьезно? На бал! Я почти поверил. Фильм «Три орешка для Золушки». Сюжет. Золушка Астрид Смеплас, родители которой умерли, живет с мачехой Эллен Дорит Петерсон и ее дочерью Дорой, Ингрид Гиевер, в отдаленном поместье на севере. Пока там гостят король с королевой, Золушка, сама того не подозревая, встречает принца, Чингис Аль, на конной прогулке. Королевская чета приглашает мачеху с дочерью на бал, на котором принцу предстоит выбрать невесту. Мачеха отправляет свою слугу Альфреда в город за стилистом, чтобы одеть дочь к балу. Альфред привозит Золушке в подарок птичье гнездо с 3 орешками, которые принц сбивает с дерева над Альфредом выстрелом из лука. Золушка обнаруживает волшебное содержимое первого лесного ореха – охотничье одеяние, в котором встречает принца. За успешную стрельбу она получает перстень с печатью в качестве приза, предложенного принцем. Мачеха с Дорой отправляются на бал во дворец, а Золушке мачеха приказывает разобрать коробку с разноцветными блесками. На помощь Золушке приходят голуби, а сама она, одетая в платье старого ореха, отправляется с северным сиянием в замок принца. На балу Золушка надевает вуаль и заговаривает с принцем, собирающимся покинуть бал. Они танцуют, но, заметив пристальный взгляд мачехи, Золушка убегает, потеряв туфельку. Принц ищет ее по всей округе и объявляет, что женится на девушке, которая подойдет найденная им туфелька.
Мачеха отнимает платье у Золушки и переодевает в него Дору, а ее саму связывают и бросают в погреб. Принц преследует Дору в платье Золушки. Когда сани мачехи срываются в пропасть, принц спасает обеих женщин. Разоблачив обман, принц отказывается жениться на Доре, и мачеха сталкивает его в пропасть. Освободившаяся Золушка успевает спасти принца, и он признается ей в своей любви. Разве лес твой? Но и не твой. А что, если мой? Тут звери хозяева. А ты дерзкая. Лучше смотри за конем. Ты куда? Стой, стой! Норвежская версия «Трех орешков для Золушки», хоть и создана с большой любовью и стараниями всей киногруппы, не вызывает желания ее пересматривать. Фильм, по мнению зрителей, получился на один раз. Старый же фильм 1973 года, если вдруг увидел, то обязательно присядешь и досмотришь до конца. По сюжету сказки изменениям подверглись только характер сводной сестры Золушки Доры, Ингрид Гиевер, которая из надменной дворянки превратилась в жертву властной матери, Эллен Дорит Петерсон, учитывающей лишь собственные желания, носит прическу, как у Гэри Олдмана в Дракуле, и, подобно вампиру, пьет кровь из своих близких. Из ненужного в детской сказке хочу отметить акцент на толерантность и гендерную принадлежность друзей принца, плюс демонстрацию желудочных проблем, с которыми сталкивается сестра Золушки на балу из-за чечевичной диеты. Значит так. Да. До бала ничего, кроме чечевицы и бобов. И бобов, хорошо. Теперь вы. Я? А что я? Знаете, как говорят, посмотри на мать и увидишь, какой будет ее дочь. Так говорят? Вы же не хотите, чтобы принц счел Дору провинциалкой? Нет, боже упаси. В новой версии «Трех орешков для Золушки» прекрасно переданы пейзажи суровой скандинавской природы, красочные декорации и костюмы, искрящиеся заснеженные деревья, сполохи северного сияния. Чего явно не хватило, чтобы картина повторила успех оригинальной сказки. Хотя над норвежским сценарием несколько лет работали сразу 4 опытных сценариста, сильно испортить его они не смогли, но лишили «Три орешка для Золушки» юмора, и это одно из самых тяжелых прегрешений. И поделитесь в комментариях, как вам понравилась усатая Золушка-охотник, улыбнулись или поморщились. Как обычно в таких разборах возникает резонный вопрос, смотреть или нет. Ради того, чтобы понять, насколько хороша версия 1973 года, посмотреть ремейк 2021 года стоит обязательно. И если постоянно не сравнивать с оригиналом, то вы получите свою толику новогоднего настроения в скандинавской мрачноватой стилистике «Трех орешков для Золушки». Что дальше? В конце сказки герои должны поцеловаться. Да? Но сначала догони меня!